Друзья, доброе утро. Только проснулся Карлос, выбежал. Снова немного проспал. Самый рассвет. Как только солнышко немного попадает в окошко, я просыпаюсь. Неохота будильник ставить во время отдыха. Так сказать, чтобы не напрягать свой организм. Но сегодня пока тишь да гладь. Но, скорее всего, ветер тоже будет, но не такой, как предыдущие дни. Сейчас делаю бортовые удочки, готовлю прикормку, выставлю солнечную панельку на солнце и пойду добывать себе, еще не знаю, завтрак или обед, как получится, может ужин. Вот такая у меня удочка будет. Закормлю, пока рыбка будет подходить, я как раз ее оснащу. Удочку главное не забыть. Карлос, ты на хозяйстве. Ну что, долгожданная рыбалка, надеюсь, состоится. Ну вот, как я и говорил, на резиновых амортизаторах я стал на месте. И теперь, даже если поднимется сильная волна, то кирпичи не будет стягивать, и я буду примерно находиться на одной позиции. Ну а теперь подкину несколько горстей перловочки сюда прямо под борт. Есть опарик у меня. И я обычно чем кормлю, на то и ловлю. Основную массу выкину уже после рыбалки. Ну или буду периодически подбрасывать. Если активный клев, то чтобы удержать стаю, лучше понемногу подбрасывать в процессе рыбалки. Так, ну а теперь будем делать удочку. Ветерок сегодня есть, но не сильный, поэтому начнем с поплавка. Можно сделать более-менее легкую, деликатную снасть. Ну вот такой, я думаю, должен держать такое течение. Если что, недолго сменить и добавить грузик. Толстоватые. А вот это пойдет. Сразу поставлю такой более-менее крупный лещевый крючочек в надежде на серьезную рыбку. И леску сразу. Я люблю обычно поиграться на тоненькие лески 0,1, 0,12. Но это очень уж долго вываживание там леща на 0,12, на 0,1 леску. Сейчас только времени нет, поэтому ставлю, сколько здесь, вижу сразу по диаметру, что что-то серьезное, 0,15, чтобы долго с ним не баловаться. Качает, надеюсь, вас не укачает долго смотреть. Меня лично вот так штормит немного. В прошлом видео я уже говорил, что забыл дома садок для рыбы. Но что-то да нужно забыть в походе. Пусть это будет лучше садок, чем, там, я не знаю, аккумуляторы для камеры или еще что-нибудь такое более важное. Садок дает возможность проявиться вашей, ну, скажем, если не жадности, то хозяйственности и наловить побольше рыбки. А так у меня только есть возможность наловить себе на еду. Вот. Ну а если захочу, ну вернее не захочу, я так и планирую сделать, наловить хотя бы, чтобы Найку привезти там или соседям,
то это будет в день отъезда домой. И я сразу перед рыбалкой все соберу, все вещи, чтобы быть полностью готовым к отправке. И тогда сколько поймаю, столько попытаюсь довести домой. Попытаюсь, потому что не так просто довести. Ну, это если присолить, конечно, травой переложить. Но ветер, как я говорил, попутный все время в эту сторону. Поэтому домой добираться проще, чем сюда. Хороший качественный крючок — это залог успеха. Все, удилище оснастил. Поплавок огрузил по самой вершинке, чтобы еле-еле он выглядывал. И было видно, когда я опущу груз на дно, что он выдвинется наверх и будет говорить о том, что приманка на дне. Так. Край лески привязал просто к удилищу. И по-хорошему, конечно, нужно сделать там какую-то резиночку, чтобы была возможность менять длину лески. Но хочется побыстрее забросить, попробовать. Поэтому так. Так, перловочка переварилась. Поэтому нужно будет чаще проверять, на месте ли насадка. Будут легко сбивать. Ну и подсажу одного опарика, чтобы тяжелее было сбить перловку. Вот так вот. По-моему, красота. Вот так на волне скачет поплавок. Нужно к этому привыкнуть. Необычная ловля вот так вот по волне с лодки. Ну, глубину я сейчас немного подрегулирую. Но в принципе, даже если вот глубина четко выставлена, чтобы его груз не подрывало с приманкой на каждой волне, то лучше пусть вот он так вот полулежа лежит, но вы заметите, что вот он подскакивает на каждой вот этой вот низине волны, а на вершине, на вершине подскакивает, а внизу ложится. Но вот если вы увидите, что вот на вершине он не подскочил, то это и есть поклевка, что лещ приподнял насадку, нужно подсекать. Но зато приманка лежит на дне и не скачет. Лещ любит неподвижную приманку. Вообще я планировал сделать 2 удочки, обычно я так и ловлю на 2 удочки. Но почему-то решил, чтобы меньше путаться, ветерочек все-таки дует, буду ловить на одну. Зачастую удается поймать больше, когда ловишь на одну снасть. И не отвлекаешься на лишние заботы, которые могут привести, когда у тебя много удочек, обязательно где-то перепутаешь, или рыба там обойдет, соберет все удочки, потом вяжи, переделывай, все. Лучше так не спешать, тем более, что мне много рыбы не надо. Вот сейчас 1-2 леща по 1,5 килограмма. И я на сегодня едой обеспеченный. И даже, возможно, на завтра утром. Подтягиваю, смотрю, что резкого свала здесь в принципе нет. Но глубина не меняется в сторону увеличения. Где-то на метр я дальше от берега дотянул. Посидел примерно с полчаса. Ни одной поклевки. Ну так, одна что-то какая-то невразумительная вроде была, но рыбы пока нет. И меня немного осенило, можно сказать. Я как-то за всю свою рыболовную практику не задумывался над этим. Вот я сижу, рыбачу специально, поворачиваюсь спиной к солнцу, чтобы мне было хорошо видно поплавок.
это да, вроде как ты с пониманием, да, подходишь к этому. Но с другой стороны, солнце оттуда и тень от лодки, от удочки, от меня падает в эту сторону. И рыба, возможно, боится, это для нее новая какая-то тень. Она опасается пока. Я подумал, что нужно перекинуть снасть на эту сторону. Туда тоже небольшую жменьку добавить прикормки. И, возможно, сюда она, скорее всего, на запах уже давно пришла и где-то крутится. Хотя бы какая-то плотвечка, там не крупная рыба. Может уже и лечь, потому что прикормка ж не сыпется уже не первый день. Но она боится этой новой тени. Со временем она прекратит и тень бояться. Когда очередной раз, там, через неделю или несколько дней, ей уже привычно, что да, здесь еда. И они сюда приходят регулярно. Так, по глубине, ну, чуть-чуть глубже. Сейчас посмотрим, насколько. Сантиметров на 7 глубже. Это нормально, потому что я стою сейчас на 5 метрах, а дальше там глубина уходит 6, 6,5, 7. Просто нужно кепку поглубже одеть, и солнце не мешает. Когда кто-то впервые приезжает там со мной, там из знакомых, и впервые ловят на вот такой водоеме, где волна бывает большая. Но сейчас небольшая, но и все жалуются, как можно увидеть поклевку. Поплавок все время то утонул, то лег, то скачет. Но поверьте, если вы ловите леща, то лещевую выкладку пропустить очень сложно. Вы заметите, как он вылезет, пумс, и упадет на бок. И не будет даже подпрыгивать больше. Потому что крупный лещ, у него строение тела такое, что ему, он такой же полукруглый. И чтобы взять приманку, он должен вот так вот хвостом вверх подняться. Он ее берет, а потом выравнивается. И вот за счет этого груз поднимается. Вот. И в этот момент нужно совершить подсечку. Еще, конечно, важно понимать, какое это время суток. На разных водоемах по-разному. Я лично привык ловить на зорьках. Но мне кажется, что рыба в этот час ловится наиболее крупная. Вот, и хорошо клюет, в принципе. Но это далеко не всегда так. Здесь зачастую, вот я привык с детства вставать там с рассветом, если там в 4 часа утра встать для меня не проблема. Во всяком случае, раньше так точно было. Сейчас кто-то рассвет я пропускаю, уже немного поднимается над горизонтом солнышко. Второй раз встаю где-то там 4:30, что-то такое. Вот. А многие же любят поспать на рыбалке, на отдыхе. И вот я пришел, отловился там, да, с 4, и там 5, 6, 7, 8, ну там 8 часов я уже условно на берегу готовлю чай, кофе и жарю рыбу, да, а лагерь просыпается только. Вот мы перекусили, чай, кофе попили, и какой-то там из моих приятелей выдвигается там к 10 часам на рыбалку, становится на якоря, на это место накормленное, и ловит в разы больше, чем я поймал с утра. Такое тоже бывает. Не всегда, но вполне. То есть клев может быть в любое время. И ранним утром, просто утром, и в обед, когда угодно. Поэтому я к чему говорю, что нужно немного, ну, чтобы прошло времени, чтобы ты понял специфику, когда удобнее выходить, выгоднее всего, чтобы там пришел, наловил быстренько, чтобы на клев попадать. И пошел заниматься своими делами. Когда здесь долго находился, я уже все эти моменты знал. Мне стоило там выйти на полчасика, поймать пару лещиков, пошел, пожарил, засолил или еще что-нибудь. Вот. Поэтому постепенно я к этому приду. Сейчас, возможно, придется просидеть несколько часов, чтобы поймать этого леща или там штук 5 плотвечек.
на обед. Или даже на завтрак. Я что-то уже не прочь бы и перекусить. Так, по-моему, у меня первый улов. Совсем не похож на леща, но плотва вполне себе приличная. Берем садок. Вот она, поклевочка. Опа. И мимо. Но четко было. Сначала приподнял, а потом, так, пока не начался бешеный клев, подберу кембрик, чтобы... Ух ты, выкладка. Блин, пропустил поклевку. Вот только что, думаю, видно было на камеру, как поплавок улегся и лежал какое-то время. Но это, скорее всего, не лещ, потому что он надолго вот так вот кладет его, и пока проглатывает, он так и лежит. Скорее всего, плотва пыталась. А еще можно вот так рыбачить. Это хорошо сейчас. Солнышко только встает еще. Прохладно, даже холодно в кофте. Пока не хочется снимать, потому что ветер какой-то холодный. А когда солнце в зените жарит там под 40, тяжело так долго просидеть. Вот еще почему я люблю рыбалку на зорьках, потому что летом солнце, ну не каждый усидит. Я в принципе могу и сидеть, шапочку намочить водой, там сгорать я не сгораю на солнце, поэтому могу вполне себе без одежды загорать. Что-то с клевом пока не очень. Пару было каких-то поклевок, но, видимо, тоже плотва. Как-то так он поскакал, попрыгал, подсек и мимо. Ждем леща. О, вот он пошел. Есть, похоже, еще одна плотвичка. Эх, сошла, зараза. На полпути отвалилась. Ничего. Так, наверное, я перейду на ловлю плотвы. Лещ пока не подошел. Буду все-таки одну перловочку насаживать. Так она вернее цепляется. Вот так ее еще можно подыграть, поднять немного от дна. Притопила. А вот выкладывать пыталась. Да, с одной перловкой ей попроще. Опа, есть. Вот так вот. Хорошая плотва. Такая может и 3 проглотить. Ну, на одну вернее клюет. Опа. Есть, только на этот раз что-то совсем маленькое. Ага, вот. Лещ пришел. Или густерка. Густера. Так, ну мне хотя бы парочку еще плотвечек таких. И я бы пошел уже готовить, есть и продолжать работу. Хорошо реагирует, когда подыгрываешь так в толще воды. Сразу поклевка происходит. Можно, конечно, с кивком ловить. Такие совсем бортовые удочки на кивок. Но я не сильно люблю, когда она постоянно вот такое тоже скачет. Больше на поплавок нравится. Сейчас попробую на опарыша. Может, будет лучше клевать. Плотва, раз лещ еще не подошел, будем ориентироваться на плотву. Да, вот перловочка одна как была, так и осталась. Пару опарышей небольших. Раз.
На такой крючочек можно и 3, а не, и 2 нормально смотрится. О, вот она, поклевочка. О, снова лещ. Лещ такой нам не надо. Ай. Нам бы лучше плотву, чем такого ляща. Вот. Опять клюнул. О, плотвичка. Так, плотва взяла на бутерброд. Еще раз попробую также. Плотва часто реагирует, когда сыпешь ей сверху прикормку. Сразу поклевка начинается. Не знаю, почему так происходит. Вот сейчас опустится метра там на 2, на 3, чтобы она уже заметила, что сверху что-то сыпется. И, как правило, начинает клевать. Нет, в этот раз не клюнула при докармливании. Давай еще одну, и я поехал. А то Карлос скучает. Так, ладно, высыпаю прикормку. Половину под этот борт. И половину под другой. Поймал пока только 3 плотвички. Еще там какую-то мелочь. Одну густерку, одного леща такого. В общем, клюнет, если сейчас в ближайшие 5 минут хорошо. А не клюнет, я, конечно, сомневаюсь, что клюнет, потому что меня всегда удивительно было. Вот я высыпал ведро перловки туда или гороха. Их там миллион лежит. Вот так вот, сплошным ковром. И какой шанс, что рыба найдет именно то, что на моя и на крючке. Я думаю, шансов немного. Так, ну что, начало положено. 3 плотвички есть. Как раз все получается здорово. 3 плотвички по центру сковородки. А знаете, по краям уже такого же размера рыбка не влезет. Поэтому 2 красноперочки более мелкие как раз лягут под самый край сковородочки. Удочку сложил, сделал вот здесь, пропил такой ножом. И вот здесь. И вот так вот она чик-чик-чик намоталась, как на мотовильце. Все, отдаю швартовые. И сейчас доловлю еще пару красноперочек. И можно кушать и заниматься работой. Классно с этими резинками работает. Мне понравилась эта идея. Потому что так, когда якоря смещаются, вы все время как бы чуть-чуть на другом месте. И даже вот вы только закормили, там выкинули пол ведра условно прикормки. А у вас волна поднялась, вас тык-тык-тык и сместила на пару метров. Ну и рыба стоит на прикормке, вы четко думаете, что вот сюда надо бросать. А получается, что бросаете мимо. Вот. А эта штука не дает стягивать якоря. Вот. И вы все время ловите с одной точки. Ничего не забыл. Бутылку забыл. Ну ладно, потом заберу. Сейчас посмотрим, где красноперка плавает, куда забрасывать поплопопер. Вон Карлос на гнезде из камыша сидел. Что-то там высиживал, наверное. Ты все сохранил, никто не подплыл, всех ты прогнал. Молодец. Так, надо бросить пару сухариков сюда под камыш. Красноперка должна выйти. О, здесь на берегу водичка быстро прогрелась, мелко, тепленькая. Так, наверное, пойду я туда на дерево. Там всегда есть красноперка. Быстренько поймаю. Вот немного намыло, но это не совсем ракушка, тут скорее мелкий камушек. Но вот это можно будет использовать тоже вкладку. Опять же вперемешку и с более крупными камнями и ракушкой. Нужно будет сеять.
Ну а еще проще подождать немного. Пару-тройку штормов, и намного больше ее будет. И она как-то сама по фракциям разделяется. Самые крупные дальше выносят. Ну, короче, как-то вот так вот она. Мелкие сами по себе отсеиваются. Так, все, поймал как раз 2 штучки. На сковородочку будет на завтрак. Карлос, будем готовить рыбку. Прежде чем жарить рыбу, мне нужно сварить еще бурячок и сварить рыбе перловки, чтобы регулярно ее подкармливать, тогда придет солидная рыба. А лещ — это, наверное, одна из немногих рыб, может быть даже единственная, которая чем крупнее, тем вкуснее. Обычно щука, там говорят, когда крупная, она у нее совсем другое мясо, уже не такое на вкус, как у молоденькой там, да. Ну и у другой, у сома тоже становится он там с запахом там чего-то там, что вот он набрал со временем себя. Или так любая другая рыба, но вроде как вот лещ, это если он такой килограмма на 3, на 2,5, то он такой жирный, вкусный, ну совсем другая вещь, чем когда небольшой, костлявый, нежирный, ну в общем как-то так. Да, рыба это, конечно, хорошо, но необходимы и овощи. Поставлю пока вариться, буряк долго варится. Сухой дубочек так звенит, не знаю, наверное, ни с чем не перепутаешь звук дерева. Ты кухню охраняешь, да? Смотри, чтоб никто сковородку не украл. Песочка нету здесь почему-то. А вот есть чуть-чуть. Интересно, на 3 поместится? Наверное, нет. Ладно. Зря кулечек сжег. Я считаю, что лучше кулечек сжечь. Пусть он там что-то выделит вредное. Типа в атмосферу. Хотя я сомневаюсь, что там что-то сильно вредное. В принципе, его же сделали из природных веществ. Также он и в итоге станет природным. Какие-то химические соединения, химические элементы из него выйдут через огонь. Что, Карлос, сам хомячишь? Меня не подождал? Ну, ешь, ешь. Помню, что нужно ступеньки сделать, а то неудобно заходить, выходить. Но все сразу не получается никак. Хочется и рыбку половить, и на гамаке покачаться. О, какой-то жук залез, в перловке сидел. Теперь нужно как-то пламя перенести сюда, в начало костра. Потому что ветер оттуда, ветер с моря дул. И он все время смещается туда к выходу. Нужно вот здесь дровишки подкладывать.
Да, гамак, конечно, вещь. Хоть этот не совсем моего размерчика, и как-то он не совсем правильно сделанный. Но все равно просто кайфово. Карлос, если ты залезешь, мы точно оборвемся. Он так на грани меня держит. Хорошо, что невысоко падать, если что. Я его пониже привязал. Кстати, друзья, если кто-то недавно там, может, или когда-нибудь покупал себе гамак, дайте ссылочку на магазин. Ну, такой, чтобы прямо был и удобный, и компактный. Ну, если так бывает. И надежный. Ну, даже этот вполне. Он просто, ну, немного маловат как бы на меня. Голова почти на этих веревках лежит. Балдеж. Не, спать еще рано. Вот покушаю, тогда можно будет. Ладно, залазь. Карлос, ты загораешь? Иди залазь, проверим грузоподъемность. Карлос, иди сюда. Иди ко мне. Залазь. 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 Прыгай. Залазь, говорю. Выдержал. Ой, кажется, обрывается. Угу. Так, Карлос, все. Или укладывайся, или слазь. Иди загорай опять на солнышко. Давай, назад. Опа. Отстань. Все, хорош. Я пошутил. Поломаем сейчас. Поломаем гамак, отстань. Все, тут ложись. Не. Ну хорош. Что ты хочешь? Ладно, залазь. Только вот туда ложись. Вот там. Все. Так. Тебе это. С девочкой надо. Будешь облизываться, обнюхиваться. Отстань от меня. Вот там и лежи. Как ты столько спишь? Ночь все спал. Даже в туалет только с утра вышел. Пока печь варит провизию нам с Карлосом и рыбе заодно, я решил попробовать сделать вот такие мини-куканчики. Нашел проволоку и с помощью плоскогубцев вот так вот он будет зажиматься, как бы для мирной рыбы. Попробую, если поймаю леща, посадить его на такой вот кукан. И понятно, что можно просто загнуть, и он уже точно не сойдет с него. Но хотелось бы, чтобы он работал как штатный. Вот так вот на защелочке, пум. Вот на веревку посажу их несколько штук. Вот пока варится еда, я вот занимаюсь изготовлением. Может быть, кому-то пригодится такая вещь. Может, не только я такой, что может забыть что угодно дома. Проволока такая вязальная, она мягкая. Кокон, конечно, надо делать из столистой, но мы считаем, что это ж не сильно крупная рыба, там не щука, там 10 килограмм, которая там разогнет ее легко. В общем, проверю, попробую на одном. Если держать будет, то значит можно использовать. Навиваю вот так вот пружинку, где-то 3 оборота на палочку. И с одной стороны делаю что я делаю? Ну да, такую вот петелечку.
вообще мягкая, конечно, проволока не годится. Вот, а здесь так завожу, поднимаю здесь наискосок вот так откусывая, чтобы проще было проколоть нижнюю губу. Я думаю, что рыба будет лучше сохраняться, если ее не под жабру, как многие делают. Я щуку не цепляю за жабры, ну, под жаберную крышку, потому что она по-любому повреждает жабры, быстрее погибнет в таком случае. Вот, а протыкаю нижнюю челюсть. Она там не кровит у нее, и так хранится она намного дольше. Вот так же и с лещом. Вот еще один. Этот даже лучше получился. Опыт, понимаешь ли. Так, рыбку почистил и хорошенько специями обсыпал, чтобы она не прилипала к сковородке. Потому что муки, манки у меня нет. Вернее, она есть, но она уже давно очень лежит и испортилась. В том числе множество разных этих специй для рыбы, в том числе, ну, в основном для рыбы. И они уже все испорченные, запах не имеют. И так, сейчас надо подождать, чтобы хорошенько она разогрелась. В общем, у меня мысль пришла все эти специи использовать в прикормке. Рыба неплохо реагирует на всякие запахи специй, в том числе там вплоть до красный чили перец. Я однажды делал такую, это не просто прикормка, а как такой концентрированный, забыл, как это называется. В общем, когда там куча разных перцев, и основа это вот этот горький острый перец красный. И с небольшой бутылочки ты добавляешь в прикормку, и этот аромат привлекает рыбу. Причем реально привлекает не только рыбу, но и раков. Вот. В общем, они нормально относятся, даже хорошо к этим специям. В общем, посмотрим. Попробую следующую прикормку сделать со специями. Все, что там есть, выкину, потому что они уже все открыты, все пропавшие. Вот. И посмотрим на результат. Так, ну вроде бы разогрелась. Пока рыбка поджарится. Ай-яй-яй-яй-яй. Можно достать бурячок. Один. Рыбу еще не переворачивал. Она уже, видите, как мясо отделяется от кости, от хребта. Это когда готовишь именно свежую рыбу, только пойманную, тогда вот так происходит. Волокна еще, я не знаю, как это работает. Но заметил всегда, если рыба свежая, так происходит. Если уже там с холодильника, ну, какое-то время уже мертвая была, то такого эффекта нет. Ну, почти. Я бы еще чуть-чуть дал корочка, чтобы появилась. Иногда полезное питание все-таки бывает и вкусным. Рыбка, овощи. Что еще нужно? Все, перевернул с корочкой, как я люблю. Еще 5 минут и будет готово. Ну что, завтракаем. Карл, тебе рыбу не надо. Хотя он любит головы. Там вроде как костей особо нету. Иногда я такие, если хорошо разваренные, даю ему крупную голову, он с удовольствием ест. Да, что я хотел сказать. Концепция на сегодняшний день немного меняется. На водоеме сейчас полнейший штиль, такое довольно редко.
И, пожалуй, я сейчас позавтракаю. Как раз будет около 10 часов уже утра. И как говорил, что некоторые рыбаки, хорошенько выспавшись, к 10 только выходят на рыбалку. Вот и я попробую так сделать. Посмотрим, в какое время клюет лучше. Сделаю вот эту вот прикормку из старых специй, с сухариками, с перловкой. Вот это все забодяжу. Скорее всего, добавлю глины, чтобы уже делать шары. И они, чтобы ну, не было прямо такого большого поля кормового, а именно уже возле крючка было, возле удочки. Ладно, приятного аппетита. Поем и продолжим рыбалку. Только я начал есть, завтракать пойманной плотвой и проговорил о том, что хорошая погодка, штиль, и может не выдаться больше такой погоды и в случае, чтобы нормально порыбачить. И решил после завтрака пойти на рыбалку. Буквально только проговорил, сразу поднялся ветерок. Ну, понемногу разгоняется, но вроде как не шторм. Поэтому на рыбалку я все равно схожу, потому что даже вот такая небольшая, ну как рябь, волна считается лещевой, потому что когда рыбак на лодке стоит, рыба его замечает, когда полный штиль. А рябь такая вот может немного маскировать лодку. Поэтому я решил набрать глины и для прикормки, и заодно замочить для раствора. Так, аккумулятор полностью зарядился. И как раз солнышко спряталось за ветки. Если бы мне не хватало энергии, я бы мог просто положить ее на лодку и вот туда к камышам привязать. И там бы заряжался аккумулятор на полную мощность. Но даже сейчас частично солнце попадает, 0,3 ампера, и он его держит. То есть я заряжаю какие-то гаджеты. Это все с головой покрывает солнечная панель. Так, сухарики замокли. Тут лавровый листик. Сейчас вы узнаете прикормку, рецепт прикормки самой уловистой, которую я только когда-либо делал. Итак, сухарики. Они где-то лежали в сыром месте, покрылись плесенью. Я их размочил, они прямо полностью мягкие. Добавляю туда... это какой-то суп. Нет, это я не добавляю, это я выкину, сожгу. Так, приправа к рыбе, к лососю, наверное. Она уже слежалась, отсырела. Ну, наверное, как-то пахнет. А это к ухе. Ну, это еще более-менее, но тоже ей уже столько лет, я ее так долго хранил на всякий случай. Но пришло время использовать. Так. Что дальше? Еще раз. К ухе. Как так можно было раньше? Я обычно, открыть и оставить. Я, если уху варил, в принципе, да, я на одного мог варить. Полной пачки было бы много сильно. О, еще одна приправа. Это закрытая, но все равно ей лет уже очень много. Ну, это еще хорошая. Да, даже пахнет. Дальше. Дальше у нас, я не знаю, что это не по-нашему написано. Red Bean Vegetable Chili Mix. О, чили нам подходит. Какой-то суп, наверное. Так. О, точно. Какие-то зернышки здесь. Думаю, рыбе понравится. Дальше сюда мы добавляем перловочки. Чуть-чуть оставлю на крючок, чтобы ее там не вылавливать. Хотя не сложно. Нет, все-таки чуть-чуть оставлю такой. На всякий случай.
Так. Дальше. Дальше идет Карлоса косточки, которые он никак не доест. Ложка. Просто так с зерном вот этим тяжело слепить шары. Даже хлеб не поможет. Очень много перловки. Поэтому в этом нам поможет глина. Я отобрал такую уже мелкую, ее можно даже не просеивать. Вот. Так, ну ложкой это долго. Буду мешать руками. Я думаю, что работать будет отлично. Так. Ага, да, у меня еще есть кукуруза и горох. Открою я, пожалуй, кукурузу тоже добавлю. Вот. Ой, лавровый листик попадается. Ты что? Сам бы ел. Да рыбе нужно. Все. Просто песня. Ну, я бы делал чуть по суше, но она сейчас на солнышке дойдет. Вот такие вот шарики. Прямо под поплавок. Пахнет шикарно. Ухой пахнет. Фум. Все. Ой, и руки почти не пачкаются. Сейчас полосну руки и выдвигаюсь, пока совсем губатый не раздул. Потому что все сильнее и сильнее. Иду кормить огромных лещей. Карлоса поводок отлично это держит лодку как швартовый. Вроде ничего не забыл. Можно отчаливать. О, тут солнышко. Тепленько уже. Буду загорать. Можно раздеваться. Карлос в доме, не захотел выходить. Там прохладненько, хорошо. Так, я на месте. Стал на амортизаторы, на якоря. Буквально 2 минуты назад, отчаливая от берега, спросил сам у себя, ничего ли я не забыл. По рыбалке ничего не забыл, но не поменял флеш-карточку памяти на камере. У меня осталось всего 15 минут. Это не значит, что я буду ловить всего лишь 15 минут. За такое короткое время вряд ли можно удачно порыбачить. Но я буду включаться только в самые интересные моменты. Так что не тратим время. Я разматываюсь и включаю камеру, когда буду тащить крупную рыбу или огромную. Ну вот первая поклевочка. И вот такая плотвичка. Вполне приличная, но я сегодня плотву уже ел. Так. Начинаю одевать по 3 перловки, чтобы отсечь плотву. Течение увеличилось, хотя ветер, наверное, ровно такой же, как и был с утра. Но с утра поплавок стоял на месте. Сейчас начинает тянуть. Это хорошо тем, что прикормка, из нее будут частички вырываться, запах будет идти на далекое расстояние. Рыба будет приходить издалека. Все, встретимся на следующей рыбке. Снова поклевка на 3 перловки. Но плотва хорошая, вполне такая зачетная. Так, надо ее аккуратно освободить. Опа. А вот и первая такая выкладка лещевая. Не знаю, насколько большой-небольшой, но явно уже не плотва. Ну, такой подлещичек неплохой.
Думаю, вам видно. Я представляю, что сейчас произошло. Я в попыхах включал камеру, о чем-то говорил. Я думаю, что этот звук я вам оставлю, наложу. Ну, вот он, показываю этот лещик, подлещик. Сейчас поверну. А то я так долго вам все рассказывал, объяснял и показывал. А камера была развернута в другую сторону. Вот я его посадил на кукан. Вот здесь видно. Вот такой там. Такой под килограммчик, наверное. Ну, может, грамм 800 точно есть. Уплыл. В общем, лещ клюнул. Я доволен. Кукан работает. Но камера в этот момент снимала, вот, наверное, вот ту лодку. Ну, короче, что-то снимала с другой стороны. Лес и так далее. Вот такие вот дела. Ладно, до следующей рыбки. Сейчас включил на поплавок. Может быть, удастся заснять поклевку. Только что была поклевка, выкладка такая медленная. Ну, почему-то мимо. Я подсек вроде вовремя. Но... Крючок, конечно, для леща маловатый. На 3 перловки можно просто выдернуть изо рта. Вот так тянет течение, что груз лежит на дне, а поплавок затягивает течением под воду. Не очень удобно. Пока не хочу утяжелять снасть. Тем более, что рыба уже впоймана. Мне больше пока и не надо. Можно, конечно, угостить тех парней, которые в прошлый раз приезжали мне, дали рыбки. Ловили тут недалеко. Вот. Но я думаю, они не поймут этого жеста. Подумают, что это ответная такая не благодарность, а больше насмешка. Потому что у них и так неплохо получается ловить рыбку. Вот. Поэтому не буду издеваться над людьми, подшучивать. Ну, так можно сказать, в проводку ловлю. Проходит участок, который я могу контролировать удочкой. И возвращаю опять под борт лодки. Причем течение такое непонятное. Практически вот к берегу так, ну немножко по диагонали. То есть не вдоль русла, а поперек. Почти. Да, кстати, лещ клюнул сразу после того, как я опустил шар с вот этой вот новой прикормкой. Даже не знаю, как ее обозвать. Прикормку сделал из зацвевших сухарей, из-за всей вот этой испорченных специй всего. Ну, то есть как-то, можно сказать, гнилая прикормка или еще как-то. Но сработала она замечательно. Буквально опустил. Сначала попробовал без прикормки. Клевала плотва. Только опустил эту, сразу поклевка леща. Буквально вот, ну, 30 секунд не прошло. Кстати, вот так разговаривать в лодке я очень не люблю, когда рыбачу и там с кем-то вдвоем, например, и начинает кто-то шуметь, разговаривать. То есть я больше в тишине, считаю, что рыба так смелее подходит. Не поверите, вытянул эту, на метр от дна поднял, положил удочку и полез выключать камеру. И вот это в руку как дала плотвичка вот такая вот. Не дают спокойно это перезабросить. Опять тоже только что забросил 2-3 шара забросил с прикормки, и вот сразу начались какие-то поклевочки. Не хочет поднимать. Ладно, еще одну проводочку. Чтобы вы понимали, это рыбалка не в проводку, это условно. То есть груз всегда идет по самому дну, ну и крючок с наживкой, соответственно, тоже. Просто его недостаточно массы, чтобы удержаться. Его течением понемногу... Ух ты, вот походу выкладка. Может, что-то сбилось. Надеялся, в кадр попала поклевка, но похоже, что нет. Пусто. Только что опять что-то так шевелило поплавок, но не похоже на лещевую
поклевочку. Не знаю, видно ли вам его, поплавок сам. Попытаюсь приблизить. Ой, меня снимают. Было несколько холостых поклевок на перловку. Может быть, из-за того, что она такая немного жестковатая получилась. Может, поэтому не просекал. Ну и, в принципе, крючок такой надо побольше на леща перевязать. Решил попробовать на кукурузу. В смысле, не попробовать, а попробовать половить. Только что сделал такой бутерброд. Здоровенная кукуруза. И перловочка ее подпер, чтобы не спадала. Кукуруза мягенькая. И так хорошо прямо потянула вниз. Вроде как плотва, но должна быть приличная плотва, чтобы такую насадку проглотить. Но бросила сразу. Хорошо на нее клюет. Ух ты. Хотел сам клюнуть разочек. А тут приподнимает. Ну вот она сразу, еще одна поклевочка. Явно не плотва. Пошел куда-то в сторону веревки якорной. Чуть поменьше, но тоже неплохой товарищ. Вот. Надеюсь, меня видно, его видно. Я специально оставил тут буквально 30 секунд, и карта закончится. Чтобы вы не подумали, что я специально купил на базаре леща, прицепил на крючок его и вот привез сюда специально, чтобы вернулся с рыбалки, заменил карту памяти. После того, как она закончилась, я пробыл там еще около часа. Позагорал. Если честно, рыбалка и съемки, ну, как бы для меня не сильно совместимые. Вернее, вполне возможные, но полное удовольствие я получаю, когда сижу в тишине, а не о чем-то болтаю, кому-то что-то рассказываю и показываю. Но дело не в том. Я точно не знаю, на чем закончилась та карта памяти, но примерно должно быть на том моменте, когда я хотел поймать, там оставалось у меня буквально, я видел, там 30-40 секунд по времени. И я хотел поймать одного леща, потому что перед этим вышел казус, что камеру я перевернул на другую сторону. Тут, чтобы вы понимали, я не больной, что я развернул камеру и думал, что она меня будет снимать. Просто на этой камере два объектива, один впереди, другой сзади. Вот, и она переключается вот, кнопочкой. Либо тем снимает, либо этим, либо двумя сразу в 360 градусов. Так вот, и оказалось, что снимала, другой объектив снимал. Соответственно, вы могли меня только слышать, а видеть не видели. Вот. И я хотел поймать еще одного леща и сразу включить, и за эти 30 секунд, вложиться как бы. Не знаю, что там я успел сказать. Вот он где-то плавает. Кукан вполне рабочая вещь, даже на мирную рыбу, на леща. Можно было повесить еще одного, но смысл мучить животинку мне больше не надо. При желании я поймаю еще. Так вот, что я, собственно, хотел сказать. Хотел показать, что я все-таки его поймал, а не привез с базара, прицепил на крючок и сделал вид, что поймал. А так, думаю, все одним кадром, чтобы видно было, что я вытащил, подсек. Ну, короче, это шутка, собственно, для того, чтобы вы меня не переименовали из календаря рыболова в календарь лентяя. Вот в чем была суть поимки этого леща. Но я поймал их еще штук 6 или 7, наверное. Причем два таких намного крупнее. Не стал я их пересаживать на кукан. Незачем мне такое, и этого вполне достаточно, на ужин будет. Клевало замечательно. То есть еще я докормил, еще там несколько шаров забросил. В общем, работает прикормка замечательно, но нельзя не сказать того, что
Когда я кормил там несколько дней перловкой, то, скажем, ловилась не хуже. Но тут вот прямо явно она не испортила рыбалку 100%, ловилась просто замечательно. Ну и вот я переключил объектив в противоположную сторону. И вот сколько тут орешков. Белки еще не успели собрать. Обычно я за белками не успеваю. Много по берегу их можно насобирать. Они вроде как очень полезные. Вот, заряжается аккумулятор от камеры. Маленький вот этот. Этот аккумулятор большой полностью заряжен. Вот, хотя сейчас показывает 0 ампер, но на нем было максимальный. Там, по-моему, 14 вольт на этом аккумуляторе. Это считается, что он полностью заряжен, даже больше. Его даже не рекомендуют заряжать до полного, а там процентов до 80.